Это настоящая книга мертвых. А это безумный черный саркофаг, который опасаются вскрывать. Сегодня я покажу самые необычные и загадочные находки, которые нашли в Египте. От города, опустевшего от древней чумы, до сотен странных саркофагов. А в конце расскажу про пугающие пустоты в пирамиде Гиза, до которых добрались с помощью современных тепловизоров. Что там? Смотрите до конца. И начну с чумы Киприана. В то время как археологи вели раскопки в величественном древнем городе Луксор, которые проходили с 1997 по 2012 год на территории древних Фив, они столкнулись с шокирующей находкой. Что там было? Они нашли следы древней пандемии, известной как чума Киприана. Этот зловещий недуг, предположительно оспа, сокрушил Римскую империю в середине 250-х годов нашей эры, в период, когда империя уже переживала глубокие внутренние кризисы III века. Найденная керамика говорит о том, что эпидемия охватила всю Римскую империю, и в III веке она унесла жизни множества людей. Исторические хроники утверждают, что в самом Риме от этой напасти погибло до 50 тысяч человек. Понтий Карфагенский, который писал биографию Киприана, описывал, как эта страшная эпидемия не щадила ни одного дома, сея вокруг разруху и смерть. Это открытие имеет колоссальное значение для науки, так как оно не только раскрывает подробности о страшных эпидемиях прошлого, но и способствует изучению таких смертельных заболеваний, как геморрагическая лихорадка Эбола. Вы спросите, что у нее общего с чумой Киприана? Смертность в районе от 70 до 90% от всех зараженных. Ну и раз начал говорить про погибель, то что вы скажете о настоящей книге мертвых? В начале 2023 года рядом с пирамидой Джосера была найдена таинственная древнеегипетская книга. Несмотря на ее мрачное название, эта книга не предназначалась для оживления умерших. Она являлась своеобразной коллекцией заклинаний и руководств, предназначенных для усопших в их последнем пути в загробный мир. Этот 16-метровый погребальный текст уже признан одним из наиболее детализированных и значительных артефактов для понимания истории Древнего Египта. Считается, что этот свиток принадлежал высокопоставленному и состоятельному человеку по имени Яхмос, имя которого упоминается в документе более 260 раз. Яхмос скончался примерно за 300 лет до нашей эры, в эпоху правления династии Птолемеев. И этот свиток был спрятан в его саркофаг. Сделанные черными и красными чернилами тексты и иллюстрации на папирусе описывают различные аспекты загробной жизни, как это видели древнеегипетские священники. Например, на свитке многочисленные изображения Осириса, владыки потустороннего мира и судьи душ. На одной из картинок изображен Яхмос вместе с женой, вручающие богу ритуальные подношения. Также в тексте есть сцены с лодками, предназначенными для перевозки души умершего через подземный мир. Но поверьте, это еще не самое мрачное, что я вам сегодня покажу. Открытие гробницы Тутанхамона 100 лет назад ознаменовало собой знаковое событие в археологической науке, и исследования в этом регионе до сих пор приносят впечатляющие находки. В ноябре 2022 года в Саккаре археологи обнаружили более 20 связанных между собой глубоких шахт. В этих подземных сооружениях нашли множество погребений с мумиями, которые, как предполагается, принадлежали близким соратникам Тутанхамона. Уникальность этих захоронений подчеркивается саркофагами, украшенными сценами из книги мертвых. Кроме того, в ходе этих же раскопок была найдена пирамида древнеегипетской царицы Нейт, о которой до этого момента было практически ничего не известно, лишь обрывки мифов и легенд. Открытие руин древнего храма, посвященного богу солнца Ра, также стало значительным событием для археологии. Эти останки были найдены всего в 20 километрах от Каира, и предполагается, что возраст храма составляет около 4500 лет. Исследователи предполагают, что храм был возведен в эпоху 5-й династии Древнего Египта, в
в период с 2465 по 2323 год до нашей эры. Это было время, когда почитание бога Солнца Ра достигло своего пика. Храм строили из необожженных глиняных кирпичей, а его стены были покрыты штукатуркой в черно-белые тона, которые затем украшали росписями. Некоторые из этих росписей сохранились до наших дней, представляя собой большую ценность для понимания искусства и культуры того времени. А теперь нагоню немного жути. А что вы скажете про находку 12 отрубленных человеческих рук, все из которых были правыми? Ужас, не так ли? Зато археологи очень сильно обрадовались. Эти руки были выставлены на показ перед входом в тронный зал дворца, очевидно, с целью произвести впечатление на посетителей. Данный факт относится к периоду между 1640 и 1530 годами до нашей эры. Исследование костей показало, что руки принадлежали взрослым, предположительно мужчинам, в возрасте от 14 до 60 лет. При этом на костях не обнаружено следов болезней или возрастных изменений. В то время Аварис был столицей гиксосов, загадочного народа, завоевавшего большую часть Египта. Предполагается, что отрубленные руки были частью некой мрачной ритуальной практики, возможно, символизируя победу над врагами. Хотя подобные ритуалы изображались на древнеегипетских рельефах, реальные доказательства такой практики были обнаружены впервые. В 2017 году археологи сделали уникальное открытие, которое пролило свет на повседневную жизнь древних египтян. Изучая пирамиды, они обратили внимание на папирусы, используемые для обмотки мумий. В то время как новый папирус был дорогим материалом, древние египтяне переиспользовали уже исписанный для облицовки саркофагов по технике, аналогичной современному папье-маше. Это позволяло не только экономно использовать материал, но и придавало саркофагам особую декоративность. С помощью разработанной технологии цифровой визуализации ученым удалось расшифровать тексты на обрывках папируса, которыми были выстланы стенки саркофагов. К их удивлению, они обнаружили, что эти тексты содержат списки покупок и налоговые декларации того времени. Да, в Древнем Египте люди тоже отдавали часть своего дохода государству. Эти результаты значительно расширили наше понимание о том, как жили древние египтяне. Оказалось, что их повседневные заботы и обязанности были удивительно схожи с современными, что вообще не укладывается в голове, ведь мы говорим о годах до нашей эры. Но это не все находки 2017 года. Польские археологи обнаружили на территории древнего города Берениса, рядом с храмом, посвященным богу Серапису, самое крупное из известных кладбищ домашних животных, датируемое более чем 2000-летней историей. Каких? На этом кладбище были найдены останки более 100 домашних животных, включая собак, кошек и обезьян, которые перед захоронением были тщательно мумифицированы. Это открытие позволило предположить, что домашние животные играли значительную роль в жизни и культуре древних египтян. Кошки, почитаемые за свою способность охранять дома от грызунов, собаки, ценные как стражи гробниц, обезьяны, известные своими забавными повадками, и коровы, символизирующие красоту и связанные с культом богини Хатхор. Все они были важными и любимыми спутниками людей в их земной жизни и посмертно удостаивались чести быть мумифицированными и погребенными с почестями, как и знать того времени. Кстати, о погребальнях. Я должен рассказать про одну очень странную находку. В 2018 году в Александрии археологи обнаружили огромный черный саркофаг, который стал самым крупным найденным саркофагом в этом районе, весившим около 30 тонн и с размерами 185 на 165 на 265 сантиметров. Появились предположения, что в саркофаге может находиться прах самого Александра Македонского. И чтобы узнать наверняка, было решено вскрыть его. По словам председателя Высшего совета по делам древностей, открытие не привело к каким-либо катастрофическим последствиям. Чума не вырвалась, от проклятия никто не умер.
Внутри, вопреки ожиданиям некоторых, были найдены 3 мумии, датируемые примерно 4 или 3 веком до нашей эры. Скорее всего, это были останки воинов, а не выдающегося полководца. И это открытие вновь подогрело интерес к поискам места захоронения Александра Македонского, так как многие до сих пор убеждены, что его саркофаг может быть найден в Александрии. Каирский манускрипт, обнаруженный в начале 20 века, а затем вновь утерянный, смогли повторно обнаружить в 2015 году, и сейчас он представлен в Египетском музее Каира. Этот уникальный документ, выполненный на коже длиной 2,4 метра, является самым большим древнеегипетским кожаным манускриптом, дошедшим до наших дней. Кожа в Древнем Египте считалась редким и очень дорогим материалом, и на ней записывались только самые значимые тексты. Однако кожа подвержена более быстрому разрушению по сравнению с папирусом, что делает находки кожаных манускриптов крайне редкими и ценными. Каирский манускрипт содержит подробное описание религиозных ритуалов, заклинаний и погребальных обрядов, проводимых священниками во время шествий. Это предоставляет уникальный взгляд на ритуальную практику и верования древних египтян. Верхняя часть манускрипта украшена яркими иллюстрациями, возраст которых, по некоторым оценкам, достигает целых 4000 лет, что делает его не только историческим документом, но и произведением искусства. В начале 2000-х годов группа дайверов нашла под водами Средиземного моря, возле побережья Египта, казалось бы, обычный камень, но тот оказался частью древней статуи. Это открытие стало ключом к раскрытию тайны затонувшего города Тонис-Гераклион. Последующие подводные исследования увенчались находкой множества артефактов, включая керамические изделия, ювелирные украшения, монеты и даже руины храмов. Тонис-Гераклион, построенный около 2700 лет назад на болотистой местности, был крупнейшим портом Средиземноморья и важнейшим торговым центром того времени. Город обладал разветвленной сетью каналов, причалов и храмов. Несмотря на свою известность в древности, Гераклион со временем исчез с карт, и его существование стало предметом легенд. Предполагается, что причиной гибели города стали наводнения, вызванные проседанием насыщенной воды земли под тяжестью построек, что привело к их погружению под воду. После этой катастрофы во II веке до нашей эры торговые пути были перенаправлены в Александрию, и Тонис-Гераклион был оставлен и забыт, пока его руины не были обнаружены под водой много веков спустя. А хотите немного мистики? В одной из древних египетских гробниц ученые обнаружили необычные предметы. Головы, сделанные из известняка. Эта находка стала настоящей загадкой для специалистов, поскольку они пока не могут точно объяснить, для каких целей эти головы были размещены в гробнице. Известно, что первые такие скульптуры были найдены еще в 1894 году, и с того времени количество обнаруженных голов превысило 30. Эти известняковые головы получили название «запасные головы» из-за их внешнего сходства с настоящими человеческими головами, словно они служили неким запасом. Удивительно, но через века грабежей пирамид и фараонских усыпальниц со стороны черных археологов эти головы оставались нетронутыми, что лишь усиливает их таинственность. Но на месте грабителей я бы тоже не стал трогать подобные экспонаты. Мумия, известная как «Кричащая женщина», была найдена в 1881 году недалеко от Луксора, в усыпальнице вместе с другими мумиями 40 членов фараонской династии. Долгое время происхождение и причина необычного выражения лица мумии оставались загадкой для ученых. Однако благодаря современным технологиям, в частности компьютерной томографии, исследователи смогли приблизиться к разгадке этой тайны. Предполагается, что женщина, которую сначала считали египетской принцессой, умерла примерно 3000 лет назад в результате сердечного приступа, сопровождавшегося сильной болью и судорогами.
Это могло привести к тому, что ее лицо исказилось, а рот инстинктивно раскрылся, как будто от ужаса или боли. В отличие от традиционных погребений, где египтяне стремились сохранить покойника с закрытым ртом и в спокойной позе, в данном случае бальзамировщики по неизвестным причинам оставили выражение лица и позу тела женщины неизменными. И, как обещал, находка, которая вызывает много вопросов. В 2017 году во время исследования Великой пирамиды Гизы с применением мюонной радиографии и тепловизионных технологий эксперты обнаружили неожиданное открытие. Наряду с уже известными комнатами и погребальными камерами, которые были открыты более столетия назад, была найдена неизведанная пустота. Эта новая комната длиной более 30 метров располагалась непосредственно над коридором, известным как Большая галерея, внутри пирамиды. Это открытие стало предметом большого интереса и спекуляций среди ученых, поскольку пока не ясно, каково назначение этой пустоты и что она может содержать. Исследователи выражают надежду, что с помощью роботизированных технологий удастся провести более детальное изучение этого пространства и, возможно, раскрыть новые тайны древней строительной мудрости египтян, без повреждения самих пирамид. И вот в марте 2023 года группа ученых из разных стран сделала поразительное открытие в пирамиде Хеопса в Гизе, обнаружив еще один тайный тоннель. Насколько он большой? Этот тоннель имеет длину 9 метров и ширину свыше 2 метров. Археологи считают, что никто не ступал в это место на протяжении последних 4500 лет, то есть с тех пор, как была возведена пирамида в 2560 году до нашей эры. Экспедицию возглавил Захи Хавас, бывший министр по делам древности Египта. Он предположил, что за обнаруженной камерой может скрываться что-то еще более значимое, возможно, даже усыпальница самого фараона Хеопса. Но разрушать стены и ломиться напрямик через тупик в конце туннеля ученые пока не торопятся. Почему? Сначала хотят провести спектральный анализ и просветить стены, чтобы понимать, как действовать дальше. В общем, как вы можете понять, Египет таит еще множество загадок. Остается надеяться, что мы получим на них ответы при нашей жизни. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки этому видео, если оно было полезным и интересным, и до встречи в новых видеороликах. Пока!